Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на следующую неделю с 11 по 17 августа. Да, дорогие, этот гороскоп подходит для всех знаков зодиака, по асценденту, по солнцу. Вот для всех. Основные тенденции, аспекты, которые будут влиять на нас в эту неделю, я расскажу. Что же делать, общую тенденцию и вариации развития событий. И, конечно же, во второй части видео я по каждому дню отдельно буду рассказывать, что же делать в определенный день недели для того, чтобы он сложился максимально гармонично. Ну да, если вы смотрели мои гороскопы, то вы прекрасно знаете, я и на прошлой неделе рассказывала, что эта неделя у нас будет поистине позитивная. На самом деле так, добродушная, да. И есть, конечно, здесь немножечко такие напряженненькие аспекты, куда же нам без них, да. Но все-таки, если мы в целом вот такую характеристику этой недели дать, то у нас заканчивает свое ретроградное движение вот прям в понедельник, 11 августа, ретроградный Меркурий. Да, он заканчивает свое движение в оппозиции с Плутоном, поэтому здесь нам, конечно же, важно договориться. Буквально полдня будет он в ретроградном движении, потом уйдет в директное. Поэтому здесь, ребят, хочу сказать, что только у нас понедельник под ретроградным Меркурием. По большей части, кто не разобрался в его период, будете, конечно же, на этой неделе разбираться со всеми недоговоренностями, сделки, если они мощные, финансовые, такие прям активные и требуют вашего внимания, конечно же, на этой неделе я советую все-таки с этим разобраться, потому что при всей напряженной ситуации ретроградного Меркурия и вообще, в принципе, еще до среды Меркурия в оппозиции с ретроградным Плутоном, то эта история очень таких мощных урегулирований. Но если вы слышали меня раньше, да, то у нас Венера будет в соединении с Юпитером, поэтому все финансовые вопросы должны сложиться для обоих сторон удачно. Во всяком случае, выходите ли вы из сделок или наоборот их заключаете с таким мощным началом, здесь должны быть, понятное дело, кто-то будет себя чувствовать обделенным, но все-таки главное понимать, зачем это происходит, главное здесь договориться. И я говорю, что все должно в принципе получиться, потому что финансовые моменты, они всю неделю будут стоять. Если говорить про наше эго, здесь уже и Солнце убежит вперед и распадается у нас квадратура с Лилит, поэтому страхи здесь от нас тоже убегают на этой неделе. Если мы говорим про Марс, Уран, это трин, потрясающий аспект для того, чтобы всю неделю внедрять какие-то новые проекты, новые дела. Особенно все то, что вы давно хотели все начать и не могли договориться, не могли нужных людей найти, коллективы. То самое время, потому что у нас на этой неделе Марс в весах, и это прекрасная история для того, чтобы дипломатией все решать, для того, чтобы как раз-таки коммуницировать, контактировать, и с точки зрения повышения социального статуса, с точки зрения разбираться в своих эмоциях, потому что здесь такой большой и очень мощный аспект, это квадратура Марса с Сатурном и Нептуном. Про что большая мощная история, которая всю неделю будет очень сильно влиять. Эта история как раз-таки про выход из долговых обязательств, да. То есть, если вы берете свою силу, начинаете договариваться, крутить как-то деньги, где-то нашли, перехватили. То есть, эта история, ну, то есть, провернуть воздух в прямом смысле, то есть, с помощью нужных людей. Еще раз забегая вперед, при наличии личных аспектов, показания в натальных картах, эта история тогда будет вообще очень хорошо у вас отыгрываться, да. То есть, здесь история связана с финансами, да, с нужными людьми, встречи, знакомства, связи, поддержания и составления вообще всех этих связей. Только, да, только в плюс говорю вам, дерзайте. История эмоциональная, да, можете в этом не разобраться, потому что все-таки Марс будет в оппозиции с Нептуном.
точно таком же аспекте, как и с Сатурном. Сатурн будет заземлять, говорит так, нам ради денег надо разобраться. Нептун будет говорить, что так, нам бы вот посидеть, пострадать, порыдать, как-то полениться, потому что лень это та же самая история, или сказать, а как-нибудь потом, потому что здесь разного рода иллюзии, и все было бы классно, можно было бы и с иллюзиями разобраться, но здесь прям таки Сатурн торчит на Нептуне и говорит, ну сколько можно уже в этом разбираться так долго, давай мы с тобой вот это просто сейчас сделаем. То есть эта неделя будет продуктивной, если вы ее такой хотите сделать. Плюсом здесь еще очень добродушный аспект Венера в соединении с Юпитером. Если вы слышали, что такое бывает раз в множество лет, нет, каждый год у нас Венера соединяется с Юпитером, и это такая нормальная история, поэтому, ребята, всегда есть вот такой аспект, поэтому здесь, конечно же, в этом году у нас это соединение в Раке, поэтому оно как раз-таки для создания брачных отношений отличная неделя. Отыграть свадьбу, праздник, то же самое. То есть здесь принять решение расширить свою семью, переезд, да, социального статуса, обретения, новые эмоции, настроения, в том числе точно да. Если вы хотите поменять свое жилье на улучшение жилищных условий, точно да. Ну и здесь хорошее время для того, чтобы встречаться с семьей, с родственниками. В принципе, поехать отдохнуть тоже очень хорошая история. Здесь складываться будет все, как говорится, для того, чтобы отдохнуть, потому что Венера в соединении с Юпитером, она в Раке. Если вы не просто рефлексируете, отдыхаете, расслабляетесь, тоже хорошо, поехали куда-то отдыхать, это тоже хорошая для этого неделя, она будет, по крайней мере, беззаботной в таком плане, да, если вы решите отойти от работы. И если вы решите все-таки заниматься работой, то здесь, опять же, первая половина недели, она такая более договорная, то есть здесь Плутон в оппозиции с Меркурием, и здесь бы хорошо договориться. А так, всю неделю у нас Марс в оппозиции с Сатурном, с Нептуном, истории, способствующие к недвижимости, к обретению социального статуса, поиска работы в том числе. Конечно, Нептун здесь будет нам иллюзии навешивать, то есть мы будем активно на это вестись. И здесь главное не утонуть в своих иллюзиях, себя не хвалить там, где для этого нет особых-то и показаний. Да? Если пострадать хочется, то чуточку времени, неделя пролетит быстро, но для работы она просто такой квантовый скачок, я бы сказала, потому что здесь Марс в трине с Ураном, в трине с Плутоном, и это просто фундаментальный прорыв. А если у вас есть еще какие-нибудь обстоятельства, которые заставляют вас прям таки работать, прям таки пахать, тогда это та самая неделя для прорыва, да. Здесь главное, конечно же, уметь договориться, не сидеть, не малодушничать, не расстраиваться, не переживать, а идти в новые проекты, да. Все, что связано с тем, что вы не пробовали, ваши интересы. Вспомните, чем вы хотели заниматься в подростковом возрасте раз, когда вам сказали, нет, это нельзя делать, и вам это будет делать максимально сложно сейчас, да, потому что в оппозиции с Сатурном в возрасте 14-15 лет, вот кем вы хотели стать? От 12 до 14-15, там вот Юпитер у нас возвращается в 12, и мы в 12 всегда хотим себе какую-нибудь профессию такую прорыва. Вот прям окунитесь в детство и прям вот вспомните, кем вы хотели быть, как вы хотели зарабатывать, как вы думали, к вам деньги будут приходить, особенно если у вас какой-то застой. Я всегда вот это говорю, это потрясающее такое упражнение, когда мы вспоминаем, потому что тогда мы истинно боролись с сомнением социума, да, то есть у нас было на все свое мнение, и мы не боялись его высказать, мы говорили как есть, мы не стеснялись, мы всегда вот прям так с плеча и не задумывались, поэтому вспомните, кем вы хотели стать.
И вспомните свои 20-22, как вы чудили, какие были у вас истории, они интересные, быстрые, резкие, какими вы смелыми были, как вы могли все бросить и как-то начать резко нечто новое, что вы опять же хотели сделать, изобрести. То есть и здесь как раз таки эта неделя будет благоприятна для вот таких не просто моментов рефлексии, а именно как раз таки для того, чтобы вспомнить себя, потому что мы еще тогда не были такими закостенелыми, как в возрасте 35+, да, и старше. То есть мы тогда хотели максимально, как мы хотели. И вот сейчас, на этой неделе, как раз таки постарайтесь вспомнить, какими смелыми были и как классно действовалось, как вот наши друзья, люди, которые были с нами, как вот быстро мы на все соглашались, как мы хотели пойти попробовать это, попробовать то, как нам было непонятно вот так сидеть и обдумывать, а страшно, а что люди подумают, нам себя хотелось удивить, да, нам хотелось это попробовать. И как сейчас мы вот так тормозим и думаем, что оно у нас не получится, что как-то мы недостойны, что как-то вот мы не заслуживаем, или что люди скажут. Это такая абсолютно, знаете, история очень актуальная на все времена. Поэтому да, здесь Марс в Уране, когда мы не начнем на этой неделе чудить, но получится как раз-таки вспомнить себя и вот те самые моменты, возможно, вы напишите своим друзьям, которые все это время с вами идут по жизни, и вспомните такие моменты, когда вы как раз-таки пробивались, что-то делали, свои заработки какие-то, да, потому что очень хорошая история начать на этой неделе прям-таки с понедельника, если рассказывать про каждый день недели, да, то как раз-таки даже несмотря на то, что ретроградный Меркурий заканчивает свое движение, и еще раз повторюсь, что ретроградный Меркурий, эта история, если мы много раз начинаем делать и у нас не получалось, то начните это делать в ретроградный Меркурий, когда вы уже столько раз попыток было сделано и все как-то они были безуспешны, начните что-то делать прямо вот как раз-таки с этого понедельника, с 11 августа в ретроградный Меркурий, и оно вот может хоть как-то пойдет, там как раз Плутон, наша внутренняя такая сила и мощь, там как раз-таки Марс в очень точном трине с Ураном и с Плутоном, когда у нас максимальные действия будут наши гореть внутри, и мы будем как раз-таки, кто-то на новую работу пойдет, да, не просто собеседование, уже приступит, то есть все разработки, все что-то новое, интересное, где надо креативить, что-то создавать, прикладывать знания, сложные знания, инженерные знания, астрологические знания в том числе, да, поэтому те, кто посмотрит этот гороскоп не сейчас, а в понедельник, тоже неплохо, тоже хорошо, всю неделю будет этот аспект работать, Марс достаточно не быстро будет идти, вот как раз таки в будние дни он будет как раз таки такая большая у нас конфигурация астрологическая, и это будет очень даже хорошо работать, поэтому здесь и в понедельник, у нас в понедельнике еще Луна будет находиться в Рыбах, и это момент такой очень тоже гармоничный в плане отдохнуть, подумать, вот такой план себе нарисовать, что бы там хотелось, да, посмотреть, не знаю, гороскоп, почитать книгу, ну, то есть когда у нас Луна в Рыбах, мы немножко расслабляемся, мы немножко думаем, мы немножко вот так вот себе что-то воображаем, вообразите себе в этот день, прекрасно получится, но при этом здесь очень хороший день на какие-то покупки, в том числе, потому что Луна будет в трине с Венерой, с Юпитером, покупки хорошо, сходить в спа, расслабиться, отдохнуть, полежать на пляже, поплавать в бассейн, сходить, отличное в принципе время, после работы заглянуть, почувствовать себя хорошо и пойти дальше. И вот во вторник, 12 августа, у нас уже Луна начинает сходиться как раз-таки в соединении с Сатурном и Нептуном. То есть здесь у нас уже такой прям бодряк. Но еще несмотря на то, что Луна у нас в первую половину дня будет в Рыбах, но все-таки соединение с Сатурном и Нептуном будет как раз-таки чувствуется. Здесь день аскезы, день что-то себе, какой-то план сделать на вторник мощный. Вторник и среда туда же, потому что у нас Луна будет в Овне, а это активное движение вперед. То есть это как раз-таки
наши действия. Здесь можно подключить спорт в свою жизнь, бег, не знаю, планку хотя бы на скакалке прыгать, хотя бы что-то. Вот, потому что спорт по Овну это вообще-то бег, это физические нагрузки, да, но мы же не начнем, вот если вот мы вообще все лето ничего не делали, а я предполагаю, что все лето мы вообще ничего не делали, да, и эта история абсолютно такая нормальная, большинство летом ничего не делает, отдыхает, поэтому здесь как раз-таки можно входить вот в эту историю подключения себя к спорту, к активности. Если не сейчас, то в начале сентября в коридор затмений как раз-таки опять Луна перейдет у нас в Овен, будет опять в соединении с Сатурном, понимаете? И эта история как раз-таки снова заработает у нас в начале сентября, поэтому кто еще хочет 29 дней отдохнуть без движухи, вполне себе можете позволить. Как говорится, последний вагон мы на этой неделе не убегаем. Но неделя очень хорошая, продуктивная для активных действий. Здесь, конечно же, у нас вторник и среда, Луна в Овне. Здесь либо продуктивность, активность в работе, при этом во вторник еще и Луна будет в трине с Меркурием, который уже не ретроградный, и уже вот эта оппозиция с Плутоном не такая уж и точная, да. Здесь прекрасное время не агрессировать, если хочется агрессировать, тогда лучше пробежечку, лишний километр лишним не будет в этот день. Захочется, конечно же, здесь не договариваться, а кричать, потому что Венера будет в соединении с Сатурном и в оппозиции с Марсом. Вот здесь аккуратнее. Очень хорошие аспекты для того, чтобы мотивировать себя на деньгозарабатывание, и очень плохой аспект для того, чтобы выяснять отношения с близкими. Просто невероятно плохой аспект. Ну и среда, последствия невероятного аспекта, либо мы продолжаем активно работать, в работе это очень хороший аспект, да, то есть делаем дела, которые мы уже и не планировали сделать, путем здесь Луна-то еще в трине с Меркурием, очень хороший аспект для того, чтобы знания свои прикладывать и как раз-таки мотивировать кого-то, там, мотивировать публику, выходить на публику, тоже хороший аспект, быть оратором, то есть это и вторник, это и среда. Очень плохие аспекты для выяснения отношений с любимыми, с близкими, на работе не нужно ругаться. Марс у нас в весах, Луна у нас в Овне. Это аспект, когда мы можем задираться для того, чтобы нас побили. Мы, естественно, будем чувствовать, что правда на нашей стороне, потому что Луна-то у нас в соединении с Сатурном и с Нептуном, у нас еще эмоции будут очень сильно. Поэтому здесь старайтесь держать субординацию, будет тогда отлично, хорошо. 14 августа, это у нас среда. Первую половину дня у нас Луна в Овне, потом переходит в Тельца, и пока у нас Луна в Овне, вот как раз таки первую половину дня, она еще и в квадратуре с Плутоном. Здесь у нас такой осадочек, послевкусие, если все-таки на конфликт мы вышли, если мы вышли на конфликт в личных отношениях, то, естественно, можно здесь все разрушить, однозначно. Если вы умеете договариваться и разбираться в своих конфликтах, потрясающий момент. Если у вас есть персональный психолог, это тоже хорошо, можете поговорить с ним, с этим разобраться. То есть хороший день для самокопания. Понимаете, что в этот день будут внутренние какие-то моменты, с которыми вы не согласны. Нужно понять, почему вы не согласны, и тогда вы с этим разберетесь. Сами собой, со второй половинкой в тетрадку напишите, с психологом пообщайтесь, другу, подруге позвоните. Вообще, ребята, без разницы. Все средства хороши, здесь главное не выводить на военные действия свой мини-конфликт, потому что следом у нас идет на самом-то деле пятница, когда мы будем, Луна у нас в Тельце. Вообще по всем астрологическим показаниям это хороший момент, когда Луна в Тельце, что-то делать. Процедуры, покупки, уход за собой, имидж, внешность, стиль менять. Здесь может остаться после конфликта послевкусие
оставаться, потому что Луна будет у нас в оппозиции с Лилит, и здесь наши внутренние страхи, переживания, что где-то мы не то сказали, маханули лишнего, обидели, и это имеет место быть. И всегда имеет место извиниться, и это нормально. И мы идем дальше, потому чтобы не спорить с близкими, не портить себе потрясающие отношения, потому что там, в принципе-то, пятница очень хороший день у нас, особенно вечер, для свиданий, встреч, отдыха, покупок, шопинга, еще раз говорю, да, отдыха, потому что Луна у нас в секстиле с Венерой и с Юпитером. Ну, это просто, это потрясающая будет пятница, если мы себе среди недели не испортим эти отношения, да, личные. В работе же это потрясающий аспект на деньгозарабатывание, потому что здесь уже и Марс распадается, оппозиция с Сатурном и Нептуном, она распадается, то есть уже не будет такого очень сильного явного напряжения, что нам нужно так, нам нужно где-то много денег, долги закрыть, или чтобы подняться, или что-то купить. Уже такой аритмии не будет, распадающийся аспект, да. И, собственно, что? Суббота, ну, суббота, конечно, она достаточно интересно у нас начинает складываться. Здесь Луна у нас в квадратуре с Солнцем и начинает соединяться с Ураном. Соединение Луны с Ураном — это мы всегда непредсказуемы. То есть это мы, как правило, мистер исключительный. То есть мы всегда хотим чего-то такого, чего-то этакого, каких-то приключений себе куда-то. Солнце же во Льве, Луна в Тельце. То есть мы вроде как и отдохнуть хотим, заземлиться, приземлиться, да, что-то такого красивого. И нам вроде как хочется поярче, вроде как вы чего меня все не понимаете, а я вот так хочу, да. И здесь будет такой внутренний небольшой конфликт. Но, тем не менее, если не ругаться, опять же, с близкими, с теми людьми, кто будет вас окружать в субботу, то в воскресенье все будет очень хорошо. 17 августа. Хороший момент для поездок. Вообще, я не скажу, что есть какие-то аспекты сложные, да, что есть какие-то, вот как раз-таки у нас Луна быстро проскакивает Уран, то есть суббота вечер может быть экстремальная. Поэтому субботним вечером постарайтесь меньше экстрима, меньше каких-то себе приключенческих историй. Держите язык за зубами. Если вы не собрались, конечно же, рассказывать фундаментальные какие-то потрясающие вещи и кого-то собрались в деловой компании удивлять, тогда, конечно же, нужно блистать умом невероятно. Тогда нужно, конечно же, завоевывать умы тех людей, которыми вам по жизни вы считаете по пути, тогда да. И если вы собрались просто свой аспект Луна-Уран как-то вот прям вот так пустить для того, чтобы, гори сарай, гори и хата, как говорится, не надо. Вот здесь не надо жести, да, потому что следующий день у нас потрясающий для того, чтобы отправиться в путешествие, отдохнуть с друзьями в том числе, просто пойти куда-то развеяться. На небе вообще нет ни одного напряженного аспекта, все, что были, они распадаются, и Солнце в квадрате с Ураном еще где-то только-только вдалеке начинает сходиться, и вот следующая неделя после этой недели, вот там у нас, конечно же, дорогие, кто смотрел гороскоп на август, понимает, что у нас там звездный страйк складывается. Кто не смотрел, в конце видео прикреплю актуальные плейлисты, находите там свой знак зодиака в каждой папочке, ищите, смотрите, выбирайте, что вам подходит, что вам нравится, если вы еще, конечно, этого не видели первый раз на канале. Потому что эта неделя и начинается классно, и идет хорошо, и заканчивается хорошо. Но здесь, ребята, нужно опять-таки понимать, что это общий гороскоп на эту неделю. Конечно же, при наличии вот таких аспектов, да, у нас еще у каждого есть свои транзитные карты, это тоже нужно понимать. Вот у меня, например, не будет такой добродушно радужной истории на этой неделе. У меня она будет совершенно другой, потому что у меня там Сатурн гуляет вообще везде. И он говорит: Жень, тебе надо поработать, да. И поэтому здесь история такая, знаете, если у вас есть свои личные транзиты, пишите в комментариях свои дату, время, место рождения. Я
я посмотрю, чего там у вас отличается. Может, вы на этой неделе собрались в середине недели вот прям реально на этих аспектах поругаться. И я вам скажу, не надо так, надо остановиться, подумать. И, потому что следом после этого идет очень благоприятный период, когда все будет хорошо. А сейчас бывает на нас находит вот такое наваждение, как возможно у нас во вторник и в среду. Поэтому здесь все-таки вам хочу сказать, берегите свои отношения, идите вперед. И если вы не будете на этой неделе распыляться на какие-то моменты, которые будут вас слегка раздражать, тогда эта неделя будет очень продуктивна. То есть даже пахота у вас будет, или у вас будет такое даже расслабление и отдых, потому что можно и на отдыхе поругаться, вы меня понимаете, я надеюсь, да? Так, в целом, неделя очень классная, все вариации рассказала, возможно, вы сделаете даже больше, чем я рассказала, и это будет супер классно. На следующей неделе у нас более напряженные аспекты, начинается новый лунный цикл, там у нас и Солнце, Уран, и Венера, Плутон в оппозиции, то есть там у нас, нам нужно на этой неделе с собой разобраться, сделать так, чтобы все у нас было хорошо и понятно, чтобы на следующей неделе у нас не случился звездный страйк. Понимаете, о чем я говорю? Вот, и тогда мы с вами в сентябрь входим очень даже хорошо. Чего я, собственно, ребята, вам и желаю, поэтому давайте, дерзайте, делайте свой максимум позитивно, скажите, Женя, а что так ванильно на этой неделе? Но на самом деле очень хорошая неделя аспектов. Вот потрясающе, так редко бывает, поэтому здесь давайте только плюсы себе сделайте. Из всех минусов надо сделать плюсы, поэтому идем дальше. Ну что, спасибо большое, что досмотрели этого видео до конца. Я очень рада, что вы здесь, что вы смотрите и оставляете комментарии. Ребят, спасибо вам большое. Очень сильно благодарна. Весь август буду отвечать на 1000 оставленных комментов вами в прошлом месяце. Я на все не ответила, даже на половину еще не ответила. Это требует времени. Я надеюсь, вы это понимаете. Ну что, благодарю за терпение и за внимание. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.